Почему вы сегодня здесь? Вместо прилива сил после еды вы чувствуете, что будто проглотили кирпич. И он лежит в желудке часами порой, лишая возможности вас двигаться и работать, и просто радоваться жизни. Вы ждете легкости, а получаете изматывающую тяжесть. Вам не понаслышке знакомо чувство, когда к вечеру или сразу после еды живот раздувается так, что становится твердым и болезненным. Приходится незаметно расстегивать пуговицы на брюках, или там какие-то приблуды делать со своими молниями, резиночками. И мечтать только об одном – поскорее оказаться дома, чтобы наконец освободиться от этого дискомфорта, поменять просто одежду. Вы с опаской смотрите на жирную или жареную пищу. Пока другие наслаждаются ужином, вы судорожно прислушиваетесь к себе. А не подступит ли тошнота? Это страх, что может стать плохо прямо за столом на глазах у всех, не оставляет вас в покое. Изжога превращает или превратила вашу жизнь в пытку. Это не просто дискомфорт, это нестерпимое жжение за грудиной, которое настигает в самый неподходящий момент. Это внутренний пожар, настолько сильный, что мешает дышать, работать и даже думать, о чем-то кроме желания поскорей этот пожар потушить. Ну и по факту, неважно, какая именно из этих причин вас сюда привела конкретно, мы будем о них обо всех говорить, вы точно в правильном месте. И сегодня вы узнаете, как избавиться от тяжести после еды, вздутия, тошноты, изжоги, отрыжки и боли в желудке. В домашних условиях, без таблеток, походов по поликлиникам и диет. Сегодня мы с вами выполним 3 комплекса упражнений из нашей авторской методики, которые помогут мягко снять изжогу, напряжение, спазмы, запустить работу желудка и пищеварения, а также улучшить общее самочувствие и стабилизировать состояние организма. А начнем с самого важного. Причина неприятных состояний от расстегнутой пуговицы на брюках до ночного пожара в теле – это вполне вероятно желудок, а точнее сбой в его работе. И все это проявление и изжога, и тяжесть, и вздутие, и отрыжки, и изжоги – это совсем не случайность. Это сигналы, через которые желудок буквально показывает, что ему нужна помощь. Но мы привыкли обесценивать эти сигналы. И вот такие мысли у нас буквально в голове. Ну, съела что-то не то бывает, опять понервничала, вот и скрутила. Выпью таблетку, через полчаса пройдет. И на этом все. Мы заглушаем симптомы, как неисправную сигнализацию в машине, и продолжаем ехать дальше. Мы не обращаем внимания на значки, на знаки тревожности, которые нам посылает собственный организм. Но важно понимать, это симптомы не просто неудобства. Это на самом деле «Save our souls» – «Спасите наши души». Это знаменитый сигнал SOS, который практически исходит уже из вашего организма и посылается вам. Для того, чтобы по-настоящему вернуть себе здоровье, важно заглянуть в самую суть процесса. Желудок – это не просто временный приемник для пищи. Знаменитейший патоморфолог XIX века, немецкий ученый с мировым именем Рудольф Вирхов, называл желудок центром пищеварительного мироздания. И это не метафора, это не преувеличение. Его безупречная работа, имеется в виду желудка, это тончайшая координация химических, физических процессов, сложной механики и биологических ритмов, которые нельзя нарушать безнаказанно. Что же такое желудок? Желудок – это не просто мешочек для еды, как многие думают. Это орган, который выполняет сразу множество важных задач. Принимает пищу, измельчает ее на первых этапах, обрабатывает желудочным соком и передает дальше в кишечник. Но самое главное, именно в желудке начинается превращение еды в энергию. То есть от того, как он работает, зависит, будет ли у вас легкость после еды или тяжесть. Появится ли энергия или наоборот захочется прилечь. Усвоится ли пища или просто пройдет мимо вас. Мимоходом, так, между прочим. Если объяснить совсем просто, желудок – это как первая станция обработки еды в организме. И если на этой станции что-то идет не так, то дальше вся система начинает работать хуже. И у нас для вас есть 2 новости. Первое, если оставить все как есть, само не пройдет. Снежный ком продолжает расти.
И когда изжога и тяжесть в животе, к сожалению, покажутся цветочками по сравнению с тем, какие потом будут ягодки, гастриты, язвы и, к сожалению, а сейчас зачастую и онкология. Вторая новость, вдохновляющая. Ваш желудок – это невероятно благодарный орган. Он обладает феноменальной способностью к восстановлению. Как только вы перестаете выключать сигнализацию таблетками и даете системе то, в чем она реально нуждается, организм сам начинает наводить порядок. Сегодня мы расскажем вам, как запустить этот процесс обновления, как сделать так, чтобы вы снова могли наслаждаться любимой едой в гостях и кафе, не оглядываясь на аптеки, просыпаться с легкостью, энергией, а не с налетом на языке и тяжелой головой, чувствовать легкость в теле и силу в ногах, забыв о пожаре за грудиной. Это не магия и не чудо-таблетка. Это чистая физиология, основанная на многолетних знаниях. Вы готовы узнать, как сделать первый шаг к своему новому состоянию? Готовы? А прямо сейчас в эфире давайте выполним с вами один из запланированных на сегодня комплексов упражнений, чтобы вы на практике почувствовали, как работает наша авторская методика. И первое воздействие – это воздействие на биологически активные точки под названием «Доктор Желчь». Мы будем по правилу… Справа налево. Да, все сначала выполняют на правой руке воздействие, потом на левой. Как определить местоположение точки «Доктор Желчь»? Вы таким образом вертикально подготавливаете ладонь, раздвигаете второй и третий палец и проводите вертикальную линию вниз до пересечения костного основания большого пальца. Вот обращаем ваше внимание, что эта точка не универсальная, она максимально персональная. Она максимально персональная. Вплоть даже до того, что точка «Доктор Желчь» по своей локации может отличаться на правой руке от точки «Доктор Желчь» на левой ладошке. Но мы массируем 30 секунд по часовой стрелке на правой руке. Можно это делать так, можно это делать так. Закончили воздействие на правой точке «Доктор Желчь», тут же переходим на левую. Сразу ее определяем, и вы легко можете убедиться в правоте моих слов, что даже здесь у вас эти точки могут находиться плюс-минус, но в разных местах. Камон? Поехали. Второе упражнение, упражнение бескислородной гимнастики, называется «Кишечные крючки под 45 градусов». Для выполнения упражнения «Кишечные крючки» вам нужно взять своих два указательных пальца, объединить их крючки, вывести под угол 45 градусов. Вот, под 45 градусов. Глубоко вдохнуть, выдохнуть. И в течение 7 секунд, не дыша, пытается разорвать кишечные крючки. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7. Обязательно восстанавливайте дыхание. Так, троечки пошли. И мы с вами воздействуем на точки скул на лице. Сначала правую скулу. Вот находите у себя самую верхнюю точку скулы. Самую выдающуюся. Вот она у нас такая. Вот она, самая выдающаяся часть. Вот у вас, мы работаем справа налево. По 30 секунд по часовой стрелке на правую скулочку. Теперь находим левую скулочку. Нашли? Левую скулочку. Начинаем то же самое движение. По часовой стрелке на левую скулу. 30 секунд. Все, закончили. Воздействие. И теперь мы с вами делаем наше знаменитое авторское упражнение. Чудодейственное упражнение под названием «Узел Будды». Что мы с вами делаем? Вот таким образом. Соединяем наши руки. Вот таким образом. Захват делаем. Ваш мозг вам покажет. Какая рука у вас ведущая, а какая рука у вас ведомая. Не задумываясь. Не задумываясь. Раз и поставили. Вот. Выводим под 45 градусов. Ровно так же. Глубоко вдыхаем, резко выдыхаем. И не дыша в течение 7 секунд, пытаемся разорвать узел Будды. Камон. И раз, и два, и 3, и 4, и 5, и 6,
и 7. Восстанавливаем дыхание. Восстанавливаем дыхание. Вот он, первый комплекс. Вот предусмотренные ощущения там. Что еще может быть? Изменение вкуса во рту. Увеличение количества слюны во рту. Вот кто не чувствовал, возможно, что была вот какая-то заложенность, незаложенность носа, а сейчас стало легче, гораздо легче носовое дыхание, это тоже очень-очень важное предусмотренное ощущение. Или, может быть, наоборот, появилось состояние заложенности носа. Может быть, у кого-то начало отходить мокрота, кого-то потянуло в царскую комнату. Или наоборот, появилось ощущение сухого кашля, невозможности как следует глубоко вдохнуть. То есть все то, что вы в этой части испытываете, пожалуйста, излагайте, но на основании того формуляра, который вам предложила профессор. Да, я вот пытаюсь увидеть по форме все правильно выполненные комментарии. Вот Лариса пишет нам, значит, как у нее изменяются параметры. Угу. Энергичность с 60 до 70% возросла. Направо-лево легко, понятно, легко, но мы... Градусов мы не видим. Мы не видим, на сколько процентов легче стало. Значит, мы понимаем, что не стало легче, просто легко и все. То есть вы теряете часть интерпретации результата. Третье. Шум в ушах был на цифру 5 и остался. Тревожность с 20% уменьшилась до 10%. Тест 5 на 50%. Человек удовлетворен теми изменениями, которые происходят сейчас в состоянии, как состояние меняется. Вот. Увеличилось количество слюны во рту. Вот какой у нас разряд изменений у Ларисы произошел. Следует обратить внимание на состояние правой молочной железы. Следует обратить внимание на состояние щитовидной железы. Следует обратить внимание на состояние зубов на правой верхней и правой нижней челюсти. И обратить внимание на состояние перевариваемости. Насколько вы регулярно опорожняете свой кишечник, насколько нерегулярно это происходит. Но вот потому, как вы передаете эти ощущения, и я бы в этом смысле обязательно посмотрел состояние шейного отдела позвоночника на предмет исключения протрузий и грыж, и обратил бы внимание на состоятельность правой молочной железы и правого тазобедренного сустава. Сейчас мы расскажем вам историю одной из участниц наших восстановительных программ. Много лет она жила с изжогой, тяжестью, постоянным дискомфортом после еды. Сталкивалась с тошнотой, вздутием, с ограничением питания и сильной усталостью уже с самого утра. Ну, чтобы вы понимали хронологию изменений, какая хронология изменений возможна и каких можно результатов добиться, применяя подобные технологии системно. А теперь, какое у нее состояние? У нее прошли и изжога, и забросы пищевод. Она спокойно расширяет рацион своего питания, чувствует легкость после еды, стала бодрее, энергичнее и снова живет без постоянного страха за свой желудок. И зовут эту женщину Людмила Бушуева. Ей всего 73 года, и она из знаменитого города Курска. И вот как Людмила рассказывает, иногда это выглядит так. Вот вы поели, вместо легкости получаете тяжесть, вздутие, неприятные ощущения. Нужно наклониться, и сразу появляется дискомфорт. Даже простая еда начинает вызывать реакцию. И с этим вот эта замечательная госпожа Бушуева жила постоянно. С чем пришла Людмила? С изжогой, неприятными забросами в ротовую полость, тошнотой, сильным вздутием и газообразованием, аллергией на многие продукты питания, першение в горле, потерю голоса. Вот представляете, человек сталкивался до такой степени вот с этими забросами, что просто терялся голос. И на этом фоне скачки давления, сильная усталость уже с утра. Изжога. Вот это все, вот этот весь список, вплоть до усталости и скачков давления. С проблемами Людмила была
один на один с собой. Она пробовала разные подходы, обращалась к врачам, но ситуация только усложнялась. Меня долгое время лечили преднизолоном, пишет Людмила, и подорвали весь организм. В результате я получила лекарственный гепатит, панкреатит, очень сильную аллергию на лекарственные препараты и на продукты питания. К врачам с этими проблемами я, конечно, обращалась, но когда на 10-12 антибиотиков аллергия, а на другие невосприимчивость, волей-неволей приходилось искать другие способы, чтобы помочь себе. Обращаем ваше внимание, мы цитируем автора на 10-12 антибиотиков, и на этом фоне была назначена преднизолонотерапия. И при этом интерес у Бушуева к альтернативным методам уже был. Я уже была немного знакома, пишет Бушуева, с точками рефлексотерапии. Даже своих 5 внуков лечила точечным массажем от простуд. Особенно сильно ее беспокоило вздутие и постоянный дискомфорт. И она пишет: у меня наконец-то прекратилось вздутие живота, из-за которого я выглядела как женщина на 7-м месяце беременности. Живот был жесткий, невозможно было прикоснуться и постоянно мучили газы. Прошла также изжога, которая последние 2 года меня просто измучила. Я и таблетки рассасывала, и диету соблюдала, но ничего не помогало, пишет Бушуева. От воды постоянно тошнило. Из-за постоянных забросов началось першение в горле, начал садиться голос. Иногда утром я просыпалась уже без него, пишет Людмила. Сейчас все это прошло, и мне стало намного легче в питании в том же числе. Я начала понемножку вводить в рацион зелень, новые крупы. Если раньше могла есть только овсянку, гречку, перловку, то сейчас спокойно переношу пшено, рис. Но самое важное, изменилась энергия и общее состояние. С утра иногда было чувство, что я встала и уже устала. Сейчас стало намного лучше. Мы с подругами, пишет Людмила, даже сделали у меня за 3 дня ремонт в большой комнате. Сами двигали мебель, положили линолеум, поклеили обои, и при этом самочувствие было хорошее. Русские женщины. И коня, и избу, и партизанское движение. Все, что хотите. Также нормализовалось давление, снизился вес, ушли вздутия. Я похудела на 2,5 килограмма, с гордостью сообщает Людмила. У меня втянулся живот. Теперь я не выгляжу как беременная. Мне стало легче. И Людмила пишет: я доверяю академикам на 100%. Академики подкупили меня простым и доступным преподнесением информации. Я им верю и доверяю на 100%, поэтому перед покупкой курса не сомневалась. История Людмилы – это пример того, что даже при длительных и сложных симптомах, я же недаром лишний раз обращал ваше внимание, назначение преднизолонотерапии при аллергических реакциях на 10-12 антибиотиков. Вы представляете, какой лекарственный бэкграунд у этой женщины? И при этом, что даже при самых длительных и сложных симптомах организм способен восстанавливаться. И по сути восстановился, если работать не с симптомами, а с причинами. Как вам такие результаты? Напишите, пожалуйста. И мы с Виктором Владимировичем нисколько не сомневаемся, что вы можете добиться таких же и даже еще больше.